Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня 17 августа, и у моего старшего сына Сергея день рождения. Ровно 10 лет назад я впервые стала матерью. И сегодня я хочу поговорить с вами о славянской школе. Все-таки близится 1 сентября, и тема школы сейчас как никогда актуальна. Мой старший сын впервые пошел в школу именно в Словении. В Словении в школу дети идут с 6 лет. И о нашем опыте, о его адаптации в славянской школе я рассказывала ровно год назад в своем видео. Вот по этой ссылочке можете на него перейти и посмотреть. А сегодня я хочу поговорить в целом, как устроена славянская школа. И хочу поговорить о том, сколько стоит собрать ребенка в школу. Итак, приступим. В Словении дети идут в школу с 6 лет. Школьное образование Словении абсолютно бесплатное, независимо от того, гражданин вы Словении или иностранец. Каждый ребенок имеет право на бесплатное школьное образование. Первый класс славянской школы выглядит как подготовительная группа детского сада. Детей не напрягают, уроки идут в доброй, в легкой форме. Детей учат самому-самому элементарному. Они начинают учить азбуку, начинают учиться правильно держать карандаш, ручку в руке. То есть их учат таким самым-самым базовым вещам. И если ваш ребенок не умеет ни читать, ни писать, то в 1 классе в школе его обязательно этому научат. И в Словении вообще нету такого стремления и такой цели научить ребенка читать, писать до школы. В основном все дети идут в 1 класс, не умея ни читать, ни писать. И также пошел мой сын в 1 класс, он тоже не умел ни читать, ни писать. В школе 3-разовое питание, кормят очень хорошо. Питание, правда, платное. Но если семья многодетная или малообеспеченная, то для таких семей питание будет бесплатным. В школе также есть продленка, которая длится максимально до 16:45. Мой сын с 1 по 4 класс ходил постоянно в продленку. В продленке не обязательно находиться до самого конца, можно забирать ребенка раньше. В продленке обычно дети делают домашние задания или просто играют. В 1 классе нет никаких домашних заданий, и поэтому дети в продленном классе просто играют и общаются между собой. Еще интересно, что в 1 классе в классе работает 2 учителя, учитель и помощник учителя. Дальше уже со 2 класса уже по 1 учителю в классе. Обстановка в школах, как правило, очень дружелюбная. У нас класс был очень-очень дружным. 4 года отучился Сергей в славянской школе, и в этом году пойдет в 5 класс. Интересно, что в славянской школе абсолютно нет школьной формы. И этому я бескрайне рада. Потому что мне не нужно покупать какую-то форму, какие-то пиджаки, брюки, рубашки. Мне не нужно это все гладить, как-то, короче, себя утруждать. И дети тоже чувствуют себя очень свободно. В начальных классах, когда мы только-только приехали из России, мой ребенок очень часто носил джинсы. Но в Словении практически джинсы никто не носит. И сейчас моего ребенка тоже сложно заставить надеть, например, джинсы. Все мальчики в нашем классе обычно носят спортивные штаны.
Очень мало мы тратим время на сборы в школу. У меня ребенок, у нас школа под окном, и мой сын выходит из дома практически за 5 минут до начала уроков. Уроки у него начинаются в 8:20. Если у кого-то родители очень рано работают, то детей можно приводить намного раньше в школу. То есть до уроков можно уже привести ребенка и там его оставить. Но у меня в 4 классе уже сын сам ходил в школу, и со школы он ходил уже сам. Школа находится прямо под окном. Очень интересная вещь – это то, что в славянской школе сменной обувью являются чешки. Впервые приехавшие из России семьи зачастую очень этим удивлены и даже недовольны, потому что в российских школах привыкли, что должна быть какая-то обувь основательная, должны быть какие-то либо ботинки, кроссовки, сандали, что-то такое. А здесь просто обычные чешки. Но на самом деле это очень удобно, они легкие, бесшумные и занимают очень мало места у ребенка в сумке. Мы привыкли, и абсолютно никаких нареканий у меня к этому правилу нет. И хотела, значит, сказать, сколько стоит отправить ребенка в школу. Помню, что когда мы пошли в 1 класс, мы практически ничего не потратили, потому что в 1 классе учебников как таковых еще нет. Мы покупали какие-то там тетрадочки или ручки, мне уже сейчас сложно вспомнить. Формы нет, форму мы не покупали. Самое дорогостоящее в 1 классе это был наш портфель. И все. Но вот сейчас я собираю ребенка в 5 класс, и наши затраты становятся все более и более ощутимыми. Видите, вот здесь я уже на столе приготовила наглядно вам показать, что купили мы в школу по списку. В школе в конце учебного года нам выдали списки. В одном списке написано, какие учебники сын сможет получить бесплатно в школьной библиотеке. Здесь указано, что учебник славянского языка, математики, английского, дружбы. Дружба – это дружба, даже не знаю аналога в российской школе. Учебник по технике и труду он получит в школе бесплатно. Дружба вообще это, скорее всего, что-то о семье. Дружба. Наверное, потом еще проверю, что такое дружба. Вот. И второй список это то, что нам необходимо купить. Нам нужно было купить тетради по математике, по славянскому, по той же дружбе, по народословию и технике, по музыке, по английскому языку, по труду. И здесь еще в списке указано, какая форма нужна для спорта. И очень удобно, вы берете список, который вам выдали в школе, и идете с этим списком в магазин, в обычный канцелярский магазин. Я предпочитаю ходить в самый известный в Словении магазин, который называется «Младинская книга». В этом магазине и учебники, и книги, и канцелярские товары, все в этом учебнике есть. Вы приходите с этим списком и просто отдаете его продавцу-консультанту. И он по этому списку вам соберет все, что вам необходимо. В чем трудность собрать по этому списку самому? Трудность в том, что для каждого класса нужны определенные тетради, чтобы расстояние между линеечками или клетками было определенным.
То есть бывают в мелкую клетку тетради, в большую клетку тетради, в мелкую линейку, в широкую линейку. И взяв этот список, продавец видит, что нужно, значит, собрать учебники для 5 класса и тетради нужно собрать для 5 класса, и какие именно тетради. То есть как это называется, я забыла, как называется, с красной линией в тетради, или она должна быть вообще без красных линий сбоку. То есть вот поэтому очень-очень удобно ходить с этим списком и отдавать его напрямую продавцу. Вот так я поступаю. И посмотрите, специально для вас подготовила наши предметы, все, что я купила. Наши покупки приготовила, чтобы вам показать, что я купила по списку из школы. А купила я 6 тетрадок. Вот они лежат, 6 тетрадок. Купила 3 рабочих тетради. Они выглядят как учебники. Как учебники они выглядят. Здесь дети будут работать, делать свои пометки. Помимо этого, я купила контурную карту Словении. Купила циркуль, фломастеры. 2 вот таких линейки. Обычный канцелярский клей. Клей-карандаш. Обычный скотч. Обычные карандаши. Вот здесь еще внутри, по-моему, несколько ручек. Мы даже еще не открывали. Ну да, ничего особенного здесь нету. Вот такие вот карандаши, ручка самая обычная и стерка. Что тут еще? Еще 2 вот таких тетрадки. Вот такая маленькая тетрадка для записи новых иностранных слов. Папка, куда ребенок складывает обычно какие-то свои дипломы, приносит из школы, или какие-то очень важные объявления. И еще вот такой набор, типа «Сделай сам», по предмету нравословие и техника. То есть природоведение и техника, я бы так сказала. И еще вот такие обычные, самые дешевые обложки для учебников и для тетрадей. И сколько же я заплатила? Переходим к самому интересному. Сколько же я за все за это заплатила? А заплатила я за это, за все 151 евро. Мне кажется, что это очень-очень дорого. Я не знаю, сколько сейчас стоят канцелярские товары в России. Нужно ли покупать учебники, или их так же, как и в Словении, выдают библиотеки. Но мне очень интересно, сколько вы потратили на канцелярию, собрав своего ребенка в школу в вашей стране. Просто интересно сравнить со Словенией. Мне кажется, что 150 евро для одного ребенка это дорого. И мы еще экономим на том, что нам не нужно покупать форму, нам не нужно покупать рюкзак, потому что он у нас остался с прошлого года. Нам не нужно покупать спортивную форму, потому что она у нас тоже есть. То есть на этом, на всем мы еще сэкономили деньги. И я еще радуюсь, что мой младший ребенок в этом году не пойдет в школу, а еще останется на год в детском саду. На этом мы тоже сэкономим. Вот. На этом, друзья, я закончу свое обсуждение с вами школы. Но думаю, что это еще не последний выпуск про школу. У меня есть что добавить к школьной теме. И надеюсь, что, возможно, 1 сентября или 2 сентября, не буду точно загадывать, выпущу еще один видеоролик, посвященный школе. Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. И до новых встреч. Пока!